Но наконец-то Загитова огрызнулась и показала живые эмоции. Чемпионка не сдержалась после критики за ледниковый период. Вокруг Алины Загитовой снова кипят страсти. Обычно невозмутимая фигуристка не выдержала и огрызнулась после жесткой критики в свой адрес. Кажется, законы шоу-бизнеса чемпионка осваивает гораздо быстрее, чем премудрости профессии телеведущей. Зато теперь абсолютно ясно, что Алина – живой человек, а не ангел во плоти, какой ее пытаются представить фанаты. Но наконец-то Загитова проявила хоть какие-то эмоции. Загитова удивила зрителей. Хотя Алина Загитова и входит в основной состав сборной России на текущий сезон, ее уже давно не обсуждают как действующую спортсменку. Фигуристка, которая еще год назад выступала на престижных соревнованиях, теперь делает карьеру на телевидении, и каждые выходные проводит по несколько часов в дорогущем вечернем эфире Первого канала. Причем ее работа в качестве ведущей ледникового периода вызывает не меньший ажиотаж, чем былые выступления на крупных турнирах. С первого выпуска рядовые зрители были, мягко говоря, удивлены тем, как Загитова ведет себя в кадре, преподносит заранее написанный текст и общается с участниками шоу. На Алину обрушилось много критики, зачастую вполне справедливой. Естественно, фанаты фигуристки воспринимали любую негативную оценку в штыки. Обвиняли скептиков в спланированном хейте, отмечали колоссальный прогресс Алины, и нещадно ругали костюмеров Первого канала, за неспособность подобрать подходящую оправу попавшему к ним в руки бриллианту. В отличие от болельщиков, специалисты фигурного катания старались либо не касаться этой темы, либо говорить о работе Загитовой в ледниковом периоде крайне аккуратно и сдержанно. В основном, суть экспертных комментариев сводилась к тому, что Алине тяжело переключиться на новую для себя деятельность, но она молодец, быстро учится и все сможет. Все понимают, что подвергнуть Загитову критике, значит настроить против себя армию ее фанатов. И вот неотвратимость этого правила на себе ощутила и Иоланда Чен. Известная российская спортсменка по окончании карьеры переквалифицировалась в журналистку, и уже более 20 лет работает на телевидении. Оценивая профессиональный уровень Загитовой, Иоланда не обходила острые углы и называла вещи своими именами. Работа Загитовой у некоторых вызывает улыбку, но у профессионалов, таких как я, только чувство неловкости. Мне неловко за Алину. Иногда она не находит слов и не может нормально спросить участников, задать вопрос. В результате повторяет одно и то же по 30 раз. Мне очень за нее обидно, неловко, даже чувство жалости возникает. Таких вещей на серьезном телеканале, на рейтинговом шоу быть не должно, возмущается Иоланда. Загитова ответила на критику. Реакция поклонников Загитовой не заставила себя ждать. В соцсетях, на форумах и спортивных сайтах моментально появились тысячи гневных комментариев. Писали, что в Иоланде говорит зависть и невостребованность, припоминали ей ошибки во время репортажей по фигурному катанию, стыдили за нападки на юное достояние России. Показательно, что ответов по существу практически не было. Даже самые ярые защитники Загитовой не заявляли, что она прирожденная телеведущая и настолько же великолепна в этом качестве, как и в фигурном катании. Но самое удивительное в этой истории, что своими жесткими комментариями Иоланда задела не только фанатов Загитовой, но и саму олимпийскую чемпионку. Обычно она избегает неприятных вопросов, и крайне редко проявляет эмоции, но тут, видимо, не сдержалась. Через несколько часов после выхода интервью Иоланды в сторис ее инстаграма появилась фотография со съемок ледникового периода с подписью «Собака лает, караван идет». Прямого указания на то, что известная поговорка адресована именно Иоланде, нет, но не связать эти два события тяжело. Фанаты опять в восторге. Наконец-то Алина показала зубки и дала достойный ответ недоброжелателям. И действительно, еще 3 месяца назад представить такой пост Загитовой было практически невозможно. Неужели всего за 3 месяца в компании Бузовой и других звезд шоу-бизнеса Алина научилась огрызаться? Умение постоять за себя – это, конечно, здорово. Вот только столь дерзкий ответ человеку, который годится тебе в бабушке,
никак не вяжется с образом скромной и воспитанной девушки. Возможно, эта нестыковка и вынудила Алину или кого-то из ее окружения убрать публикацию из сторис. Но в любом случае было приятно увидеть от Загитовой настоящие живые эмоции. Наконец-то Алина показала, что ничто человеческое ей не чуждо. За Алину Загитову вполне заслуженно заступились многие известные люди, среди них тренер Инна Гончаренко, хореограф и продюсер Илья Авербух и Татьяна Тарасова. Вот что ответила Тарасова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила чемпионке мира в тройном прыжке и комментатору Иоланде Чен, раскритиковавшей Алину Загитову за участие в шоу «Ледниковый период». «Я знаю, что у нас много других программ. Пусть она смотрит другие телепередачи, где ей хорошо и где ей ни за кого не стыдно. А мы в восторге. Алина сделала большие успехи, нам приятно за этим наблюдать. Иоланда же пусть выключит телевизор. Нажмет на другую кнопку, и ей не будет противно», поделилась мнением Тарасова. Прочь, злые языки. Богословская заступилась за Загитову. Чемпионка мира по легкой атлетике, серебряный призер Олимпиады Ольга Богословская заступилась за фигуристку Алину Загитову, которую раскритиковали за работу на шоу «Ледниковый период». По словам Богословской, которая давно работает на телевидении, у Загитовой армия поклонников, которая будет смотреть шоу с ней, несмотря на недочеты в работе ведущей. Загитова – определенный спортивный бренд, поэтому выбор организаторов понятен. И мало найдется людей, которые кинут камень в ее сторону. Добрее надо быть. Но опыт нужно набирать. Есть диссонанс даже голоса и самого проекта. Ей-то он идет, она выглядит как ребенок, это подкупает. Но ведущая она пока с большой натяжкой. Она только начала учиться, не знаю, находит ли вообще время ходить в университет. И вот нужно ли ей это все в таком виде? Опыт приходит, молодость – никогда. Так что выбор был оправдан. Вокруг Загитовой есть медиаволна, она подхватила ее и несет, сообщила Богословская. Она также отреагировала на слова чемпионки мира в тройном прыжке и спортивного комментатора Иоланды Чен, которая выступила с резкой критикой работы Загитовой в роли ведущей. По мнению Богословской, студенты, которые учатся телевизионному ремеслу, должны еще доказать свою профпригодность. Пусть эти десятки студентов идут и докажут, что они нужнее Загитовой. Вот Бузова же доказала. Это не проблема Загитовой. Почему она должна об этом думать? Заявила Богословская. Серебряный призер Олимпиады добавила, что Загитова правильно сделала, что не стала отказываться от работы на шоу. Это дурь, отказываться от таких предложений. Вы как себе представляете, Алина берет трубку, поступает предложение, а она отвечает: «Ой, нет, я еще не выросла, подожду. Откати назад, во времена своей молодости, и поймешь, что никого бы так же не пропустила». Если Загитова будет в тех же кондициях через 5 лет, тогда, да, можно сказать, что ведение массовых мероприятий – не ее. А пока прочь, злые языки. Поделилась мнением она.